На замерзшем водоеме стояла тишина. Лед тянулся до самого горизонта, отражая бледное небо. Семен пришел сюда не столько ради рыбы, сколько ради этой тишины. Она ничего не требовала и не напоминала о прошлом. Он уже собирался уходить, когда заметил движение. По льду шел маленький бездомный котенок. Он хромал, одна лапа едва касалась поверхности. Шерсть свалялась, сквозь нее проступали ребра. Но он не выглядел потерянным. Он шел прямо к Семену. Котенок остановился у ведра с рыбой, тихо пискнул и, собрав последние силы, вытащил одну рыбину. Семен ожидал, что он тут же начнет есть. Но котенок развернулся и медленно пошел обратно, волоча добычу по льду. Каждые несколько шагов он оборачивался. Он не убегал, он звал. Семен сам не заметил, как пошел следом. Следы почти сразу заметал ветер, но тонкая линия от рыбы помогала не потерять направление. Котенок двигался осторожно, берег раненую лапу, часто останавливался, но не сбивался с пути. Это был не случайный путь, это была цель. Лед закончился, начался лес. Ветер стих, звуки стали мягче. Котенок шел все медленнее, его дыхание стало прерывистым. Наконец он исчез под корнями упавшего дерева. Семен подошел ближе. Под корнями в неглубоком укрытии лежала бездомная кошка. Она была истощена, ее дыхание слабым и неровным. Рядом с ней жались несколько новорожденных котят. Они были крошечные, почти неподвижные, едва слышно пищали. Котенок подтащил рыбу к матери и тихо толкнул ее носом. Ответа не было. Тогда стало ясно. Котенок пришел за помощью. Связи не было, позвонить было некому. Оставить все как есть тоже невозможно. Семен действовал осторожно. Он снял куртку и закрыл ею укрытие от ветра, убрал снег, сделал пространство теплее. Он не трогал животных без необходимости, только помог одному из котят вернуться ближе к матери. Котенок все время наблюдал за ним, не убегал, не шипел, просто следил. Прошло время. Дыхание кошки стало чуть глубже. Один из котят зашевелился активнее. В этом холоде среди леса появилось едва заметное, но настоящее ощущение. Они еще держатся. Но оставаться там было нельзя. Семен аккуратно завернул кошку с котятами в ткань, стараясь не напугать и не причинить боли, и поднял их. Котенок шел рядом, больше не убегая вперед, подстраиваясь под каждый шаг. Дорога была тяжелой, но он не останавливался. В доме стало тепло не сразу. Огонь разгорался медленно, но вскоре комната наполнилась мягким теплом. Семен устроил для животных место рядом с печью, укрытое, тихое. Кошка дышала все ровнее. Котята прижались друг к другу, согреваясь. Котенок оставался рядом, настороженный, но уже без прежнего напряжения. Позже приехал специалист. Он осмотрел животных, отметил истощение кошки и старую травму лапы у котенка, след от ловушки. Дни шли. Котята крепли, начинали двигаться, сначала неуверенно, потом все смелее. Котенок тоже менялся, все еще осторожный, но уже без прежней боли в каждом шаге. Кошка наблюдала за Семеном, но ее напряжение постепенно уходило. Доверие появлялось не сразу, но оно росло, тихо, почти незаметно. Семен не навязывался, он просто был рядом. Когда пришло время, он понял, что не сможет их отпустить. Лес уже начинал оттаивать, снег стал мягче, воздух теплее. Дверь была открыта, и свобода была совсем рядом. Но кошка не спешила уходить. Она осторожно подошла к порогу, остановилась, прислушалась. Котята держались рядом, не отходя далеко. Котенок тоже вышел вперед, но не сделал решающего шага. Они могли уйти, но не ушли. Кошка вернулась внутрь, спокойно, без страха. Котята последовали за ней, устраиваясь ближе к теплу. Котенок на мгновение задержался у входа, посмотрел на Семена и тоже остался. Семен не сделал ничего, чтобы их остановить. Он просто закрыл дверь. Дом больше не был тихим. Теперь в нем звучали мягкие шаги, тихое шуршание, слабое мурчание.